Война на Ближнем Востоке пока приостановилась. Соединенные Штаты и Иран подписали соглашение о том, что бомбить никого больше пока не будут. Иран начнет пускать корабли через Ормузский пролив, а Израиль тоже остановит операции. Но есть, скажем так, оговорки. Первое. Перемирие это только на 2 недели. Вторая. Оно наступит после того, как Трамп публично пообещал Ирану конец цивилизации. И все неиронично засекли стрелочку на часах судного дня. Сегодня обсудим все это по порядку. Что там за соглашение, что за очередной ночной твит и что может быть дальше. Прежде чем начнем, только напомню, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы, как можно обойти российские блокировки. Если вас ролик тормозит, загляните туда. Иран и США подписали перемирие за 1,5 часа до того, как должен был истечь ультиматум Трампа. Это прям полное перемирие, не ограниченное географически. Обе страны договорились прекратить любые атаки, правда, всего на 2 недели. Премьер Пакистана, ставший формальным организатором переговоров, говорит, что в Ливане тоже остановит удары по Израилю, который, в свою очередь, подтвердил, перемирие с Ираном соблюдать будет, а вот про Ливан остались вопросики. Одновременно с этим иранцы согласились открыть Ормузский пролив, тоже на 2 недели. За этим мир следил особенно активно из-за поставок нефти. С момента закрытия пролива возобновление поставок стало главной темой вообще всей войны. Теперь, похоже, корабли поплывут, как говорят иранцы, под надзором их армии. Иранское правительство, конечно, добавило, что чуть что снова начнет палить. Предсказать устойчивость этого перемирия сложно, но за всю войну оно вообще первое. Цены на нефть на фоне таких радостных новостей резко грохнулись. Весь смысл перемирия, как говорят и те, и другие, закончить обсуждение некоего плана из 10 пунктов, который вчера целый день яростно вырабатывали на переговорах. Что там за 10 пунктов, пока неизвестно, но день назад Иран тоже объявлял план из 10 пунктов, в котором помимо окончания войны была отмена аж всех санкций, которые над Ираном висят много лет. В общем, в ближайшие 2 недели все эти детали будут обсуждать. Наступило это перемирие после крайне нервного дня, который начался из-за Трампа, обещавшего конец света. Ультиматум, который Трамп поставил Ирану, был с дедлайном ночью во вторник. К этому моменту Ирану надо было сдаться и открыть Ормузский пролив для нефти. В противном случае Трамп пообещал разбомбить иранские мосты и электростанции. Причем не просто какие-то, а вообще все. Днем 7 числа Трамп окончательно накалил градус. Сделал он это, как обычно, через один пост в соцсети. «Этой ночью, — пишет президент США, — погибнет целая цивилизация, и никто ее не вернет. Я-то не хочу, чтобы так было, но так, скорее всего, будет». Прям так и написал. Апокалиптичненько. Речь в посте была об этом самом ультиматуме, который истекал во вторник в 8 вечера по Вашингтону. Это 3 часа ночи по Москве. Сопутствующая угроза про электростанции уже была известна, но тон поста Трампа сразу навел читающих на мысль, что он собирается сбрасывать на Иран ядерные бомбы. Дальше там еще было, что окончится 47-летний ночной кошмар, и что будущая бомбежка станет одним из самых важных моментов в истории мира. Объем пафоса людей насторожил. Поддержали президента, естественно, его министры, где никакого противоречия президенту уже давно и в мыслях не наблюдается. Вице-президент Джей Ди Венс, который сейчас тусит в Венгрии, пытаясь помочь на выборах Виктору Орбану, заявил, что Трамп все угрозы обязательно осуществит, и всем кранты. Поэтому давайте, дескать, сдавайтесь. О том, что президент окончательно рехнулся, сообщили представители Демократической партии. Выборы в Конгресс только в ноябре, демократы все еще в меньшинстве, а потому только и могут сейчас что-то сообщать. Но после апокалиптического твита Трампа пошла волна заявлений о старой новой идее, 25-й поправке. Это механизм, с помощью которого вице-президент и кабинет министров могут сместить с поста тяжело больного или неадекватного президента. Такое уже предлагали во время штурма Капитолия в 21-м, но так ничего и не сделали. Не сделают с вероятностью 99% и сейчас. Министры-то Трампу лояльны. Но сам факт высказывания показывает, что демократы восприняли разговоры о конце иранской цивилизации как угрозу нового уровня. Главный аргумент демократов в том, что удары по электростанциям, даже обычным оружием, это военное преступление. Американские законы прямо запрещают выполнять преступные приказы, но в таких делах, как мы знаем, законы мертвому припарка. Что интересно, к призывам сместить Трампа присоединились и некоторые консерваторы. В Америке образовалось крыло правых, которые Трампа жутко не взлюбили.
Он им обещал никаких войн и упор на внутреннюю политику, а в итоге его хлебом не корми, дай только за границу глянуть и повоевать. Сместить Трампа призвали экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, телеведущий Такер Карлсон и популярный радиоведущий и конспиролог Алекс Джонс. Все они бывшие ближайшие союзники и сторонники Трампа. В политических кругах также есть и фракция спокойствия. Это те, кто говорил, что ничего Трамп не сделает. Он, мол, уже несколько раз разным группам людей угрожал тарифами, аннексией и кровавой смертью, а потом в последний момент сливался. И, как мы знаем, это действительно так. Тарифные войны Трампа, которых все боялись в прошлом году, оборачивались пшиком. В последний момент происходил, например, разговор с президентом Мексики, и потом появлялся твит: «Ну, мы все порешали, и тарифы откладываются». Но были и контрпримеры. Николаса Мадуро Трамп поносил всеми словами и угрожал, а потом взял и выполнил угрозу. И теперь Мадуро в СИЗО Нью-Йорка. Да и с Аятоллой тоже получилось все совсем не безобидно, так скажем. Тем более в случае с Ираном в уравнении присутствует еще и Израиль, который совершенно не прочь немедленно в момент истечения ультиматума куда-нибудь жахнуть. Но в этот раз спокойные представители гражданского общества оказались правы. Трамп навел шороху, причем крайне громкого, а в итоге в последний момент подписал бумагу о 2-недельной дружбе с Ираном. Кстати, во вторник, еще до перемирия, Америка снова ударила по иранскому острову Харк. Харк примечателен тем, что на нем ни много ни мало держится вся иранская экономика. В стране еще правил шах, а там уже строили огромный нефтяной терминал, откуда сегодня иранскую нефть экспортируют в Азию, особенно в Китай. Доходы от этого экспорта – важнейшая часть доходов иранского бюджета. Другие нефтяные порты у Ирана, конечно, есть, но их доли в общей торговле ни в какое сравнение с Харком не идут. Виной тому, как мы помним, география. Самый крупный терминал специально построили на острове, потому что у его берегов дно глубже и танкерам легче доплывать. У материкового побережья Ирана воды мелкие, соответственно, большие порты строить сложнее. Вообще, по Харку Трамп уже успел ударить раньше, 13 марта. Как это было, вспомним после небольшой рекламы. Если верить заявлениям, за 2025 год в России заблокировали более миллиона ресурсов из свыше 250 VPN-сервисов, а также несколько VPN-протоколов. Среди недоступных ресурсов есть и популярные мессенджеры. А при отключениях мобильного интернета работает и вовсе лишь несколько сервисов из белого списка. Чтобы сохранить свое право на свободный интернет, поставьте VPN, который быстро адаптируется к ограничениям, в том числе к тем же белым спискам, например, Blank VPN. Он стабильно работает в России уже 8 лет и разрабатывает технологии обхода новых блокировок одним из первых на рынке. Сейчас у сервиса действует очень выгодное предложение. Вы можете подключить Blank VPN со скидкой до 66% с полным безлимитом по устройствам и трафику. А еще сервис дает 30 дней, чтобы вы могли решить, пользоваться дальше или вернуть деньги, если сервис вам не понравится. Еще одно преимущество – подпиской можно делиться с семьей и друзьями. Это гораздо выгоднее, чем покупать каждому отдельно. При этом Blank VPN не ограничивает своих пользователей в трафике. География подключений 50 локаций. Сервис работает только на выделенных серверах, не записывает и не хранит логи. Серверы работают на скорости до 10 гигабит в секунду. С такой скоростью можно спокойно смотреть YouTube хоть в 8К качестве, одновременно играть и стримить. У Blank VPN также есть удобные приложения для iOS, macOS и Android. Подключиться можно буквально в один клик. Поддержка у них круглосуточная и отвечает меньше, чем за 2 минуты. Если ваш VPN-сервис плохо справляется с блокировками и вы хотите попробовать альтернативный VPN, сейчас самое время это сделать, пока действует акция. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, используйте промокод CATS, чтобы подписка стала до 66% выгодней. Всего от 2,5 евро в месяц. Оплатить сервис можно российской картой. Устанавливайте себе надежный VPN-сервис, которому можно доверять. Продолжаем. Мы говорили о новых апрельских ударах США по острову Харк. Но были атаки и прежде, в марте. Удары были мощные, но при этом в кои-то веки включилась стратегическая мысль. Военные объекты разнесли, а нефтехранилище и порт не тронули. На то есть две причины. Во-первых, строить нефтяную инфраструктуру долго, дорого и сложно. Если там все разбомбить, то будущие пользователи острова, иранский режим, какая-нибудь оппозиция или сами США еще долго не смогли бы экспортировать нефть через местный порт.
С этой проблемой сейчас сталкиваются союзники Америки в Персидском заливе, чьи нефтеперерабатывающие заводы последние недели бомбит уже сам Иран. Восстанавливать это все придется много лет. Вторая причина – ограничение урона. США могли подумать, что они не хотят лишать режим Аятолл всех источников дохода, потому что это могло нести еще большие риски, чем сейчас. Хотя, казалось бы, с этим вопросом поезд немного уже ушел после того, как убили все иранское руководство. Во вторник удары США снова пришлись на военные объекты на острове. Нефтяной терминал опять не тронули. Возможно, Трамп не просто понимает ценность нефтяных объектов на Харке, но и имеет в виду забрать их себе. А это как раз повод поговорить о том, может ли война еще как-то куда-то эскалироваться. Казалось бы, после объявления перемирия обсуждать возможную эскалацию нелогично. Но перемирие вещь нестабильная, тем более, когда оно не безусловное и всего на 2 недели. В других войнах перемирия часто нарушались, а 2 недели вообще очень короткий срок. И подписали перемирие лишь потому, что Трамп решил поугрожать апокалипсисом. Если Иран захочет заново начать войну, то просто продолжать его бомбить будет не очень-то понятно зачем. Режим не рухнул за 3 дня, как планировал Трамп, Иран бомбили месяц, а война так и не закончилась, не случилось никакой капитуляции, и стражи революции по-прежнему у власти. Значит, остается наземное вторжение. Какой-то секретный третий вариант пока не придумали. Вторжение с тысячами морпехов, захватом территории, какой-нибудь там новой администрации и далее по списку. Все, что будет после вторжения, и так звучит жутко сложно. Но и сама операция, разумеется, никакого спокойствия не подразумевает. Теоретических вариантов вторжения было несколько. Журналисты из Foreign Policy насчитали целых 5 точек, откуда могла бы начаться наземная операция против Ирана. И все 5 так себе, потому что география Ирана вторгающимся войскам никак не способствует. Самая обсуждаемая точка – это, конечно, тот самый остров Харк. В прессе за неделю до перемирия сообщали, что Пентагон уже активно разрабатывал планы захвата острова. Что, конечно, имеет огромный смысл – и военный, и технический, и экономический. Но есть нюансы. Во-первых, это все еще остров, близкий к берегам Ирана. Даже в случае успешного захвата, прилетевшие туда морпехи будут без остановки получать по голове из обычных РСЗО с иранского берега. Во-вторых, привлекательность Харка одновременно делает его менее привлекательным. Иран продолжает с этого острова отправлять нефть на танкерах в Азию, в том числе в Индию и Китай. Блокада, она так-то для чужих, а не для своих. Остановить эти поставки значит разозлить уважаемых восточных партнеров. А сам Иран тем временем начнет снова бить по нефтяным комплексам соседних стран, которым и так уже досталось. Второй вариант – захватить побережье Ормузского пролива. Вроде логично, как раз о проливе и речь. Открывать его все мировые рынки велели. Но побережье у него совсем не маленькое, и еще и включает в себя крупный портовый город Бандер-Аббас. Чтобы гражданские корабли боялись идти через пролив, много ума не надо. Достаточно бомбить хоть кого-то, кто прорвет блокаду, чтобы тряслись вообще все. А вот чтобы убрать эту угрозу, нужно захватить бесчисленные квадратные километры прямо ногами. Возможно ли это? Конечно, возможно. Америка много чего может. Но будет ли оно того стоить? Не факт. Еще варианты – захватить сперва малые острова в Персидском заливе, Абу-Муса и Томбы, а также города-близнецы Чехбехар и Канарак. Но острова слишком незначительные и блокаду не остановят, а города вообще слишком далеко, уже практически на берегу открытого океана. Их можно захватить, если уж прям приняли решение о большой войне и идете на Тегеран, потому что в проливе иранские укрепления слабее. Правда, открыть Ормуз это никак не поможет. Наконец, коридор Абадан-Хуримшехр. Это уже на противоположной стороне, в самом конце Персидского залива. Там сердце нефтедобывающих регионов Ирана, так что стратегический смысл есть. Правда, территория кишит проиранскими повстанцами, а еще и вторгаться придется через Ирак и Кувейт, которые никаких разрешений ни на что не давали. Что интересно, именно в этом регионе иракский диктатор Саддам Хусейн в свое время вторгся в Иран во время Ирано-Иракской войны. Та война между двумя странами продлилась целых 8 лет и не привела абсолютно ни к чему. Серьезных успехов у иракского вторжения не было, у иранского ответа тоже, и абсолютно никаких изменений границ или геополитических успехов по результатам той войны не случилось ни у одной из сторон. И не факт, что США образца 26 года, пусть даже более технически продвинутые, достигнут больших успехов,
Ведь Иран все это время не сидел на месте и армию свою развивал. Конечно, вторжение в Иран моментально вызывает сравнение с предыдущими военными эскападами Соединенных Штатов. Войны в Ираке и Афганистане там хорошо помнят. Америка отправляется на Ближний Восток, бьет себя в грудь, 5 раз объявляет победу, а через 20 лет и 3 новых президента уходят по политическим соображениям. Иногда очень быстро уходят. Однако в сегодняшней ситуации прогнозы не очень утешительные. Важным элементом прошлых войн было то, что Америка сначала вообще-то действительно победила. Это сейчас Америка приняла решение ограничиться ударами с воздуха, пусть и очень масштабными. В итоге, как мы видим, после месяца войны президент США захотел подписывать перемирие и соглашение. Те же два конфликта с Афганистаном и Ираком тянулись десятилетиями, но начинались с молниеносного и, безусловно, успешного вторжения. Как Талибан в 2001, как и Саддама Хусейна в 2003, американцы уложили на лопатки за месяц, потому что пришли по земле. Можно что угодно говорить, но в борьбе конвенциональных армий Соединенным Штатам равных нет. Отсюда и такая уверенность американских лидеров и политиков в своей победе. Отсюда же и такая бравада в заявлениях. Но США не какая-то божественная стихия, которой достаточно взглянуть на противника, чтобы его танки рассыпались в пыль. Как в Афганистане, так и в Ираке американцы старались. Те операции были четко распланированы, у них имелись конкретные цели, и самое главное, цели эти были сразу ясны. США понимали, что хотят взять как Кабул, так и Багдад, а потому подготовились. К границам свезли огромные армии с сотнями тысяч солдат и единиц техники. И после воздушных бомбардировок устроили полноценное вторжение. Потому тогда все и прошло легко. Планировали огромные битвы и войск перебросили, возможно, даже с избытком. Но, как говорил еще Сунь Цзы, всегда лучше переборщить, чем недоборщить. Тем временем война против Ирана, похоже, прямо изначально планировалась как исключительно воздушная операция. И, безусловно, тут у США солиднейшее преимущество. Иранские ПВО разрушены. Американские и израильские самолеты летают как к себе домой. Верховный лидер и еще бесчетное число военных убиты. Вот только Трамп и его товарищи полагали, что тем все и ограничится. Образуется вакуум власти. Режим сложится, люди на улицах возьмут власть, а союзники контроль, чтобы нефть качать. Вот только этого не произошло, и Пентагон начал планировать наземные операции только после того, как ставка на воздушные атаки не сыграла и закрылся Ормузский пролив. Эта ситуация не нова. Не первый и, вероятно, не последний раз страны втягиваются в такую воронку. В английском для такого есть даже специальное понятие – brinkmanship – хождение по грани, если по-русски. Обе стороны угрожают эскалацией, обе отказываются сдаваться, чтобы не терять лицо, и в итоге обе оказываются на уровне, где продолжать себе дороже, но отступать некуда, позади эго. В этот раз ситуация, похоже, временно разрешилась. На 2 недели лидеры согласились от грани отойти. Но обычно отхождение такое происходит еще до того, как начинают лететь ракеты. Здесь же ракеты летят с первого дня. Эмоции на пределе, и отступать, никак уж не хотелось. Трамп вот еще вчера считал, что будет конец некой цивилизации. Что будет дальше, неизвестно. Будем наблюдать и за этим регионом тоже. До завтра.